Можно ли передавать интернет по электропроводам? Подобные исследования проводились, и теоретически это, конечно, можно, но крайне трудно реализуема с технической точки зрения задача. И, наверное, затраты будут не стоить тех денег, которые можно заработать. Существует ли боязнь антенн? А, Однозначно, видимо, существует. Кто-то боится излучения, кто-то боится падения антенны на голову. Но мы видим, что люди, видя то, что монтируются антенны непонятные, очень часто реагируют не совсем адекватно. Мы часто сталкиваемся с тем, что когда мы устанавливаем новые базовые станции, люди приходят, узнают о том, что это как раз антенны сотовой связи, и начинают бунтовать. То есть это такой эффект, который называется радиофобия. Он распространен по всему миру. Нельзя сказать о том, что эти люди только в Узбекистане, в Центральной Азии, там, в Евразии. Это везде, по всему миру происходит. Существует очень много слухов, домыслов, непроверенной информации о том, что установка антенн сотовой связи вызывает какие-то вредные негативные излучения, влияет на здоровье, негативно вызывает рак, не знаю, там, чипирование, все вот эти вот конспирологические теории. То есть, да, это есть. Если радиофобия– это недуг, то как с ним бороться? Надо, наверное, работать над тем, чтобы давать людям больше информации, чтобы люди получали, наверное, информацию не такую, что вот у моего знакомого знакомый родственник заболел из-за того, что возле дома у него установили антенну сотовой связи, а опираться на факты. Факты говорят о том, что мы пользуемся уже мобильной связью более 25 лет. Первые антенны, которые были установлены там, в городах, в центральных, там, например, в Ташкенте, да, в Бухаре или в Самарканде, первые базовые станции и жители, которые живут рядом с этими базовыми станциями уже бок о бок более 25 лет, и ничего с ними не случилось, рога не выросли, зубы и волосы не выпали, у них там рождаются дети. Опираясь вот на эти факты и на исследования, наверное, такой авторитетной организации, как Всемирная организация здравоохранения, мы говорим о том, что никакого вреда нету. Факты говорят о том, что сотовая, мобильная связь, она не вредна, а учитывая нормы, которые заложены в законодательстве страны, которые все мобильные операторы соблюдают, мы полностью соответствуем и не выбиваемся за рамки при установке базовых станций. То есть мы говорим смело о том, что мы не вредны. И вот этот недуг, наверное, нужно лечить не только тем, что мы должны повсеместно рассказывать об этом, но и, наверное, призывать более здравомыслящих людей активно влиять на менее здравомыслящих людей. Наверное, так. Сколько мегабайтов может передать голубь за один перелет? Наверное, зависит от флешки, которую можно примотать к этому голубю. Можно, наверное, терабайт на флешку примотать, можно и больше. Почему нельзя построить одну большую антенну в центре города вместо 1000 по всему городу? Мы живем в мире, где рулят законы физики. Как бы мы ни хотели их обойти, закон всемирного тяготения работает в любой точке земного шара. То же самое мы можем сказать о таком физическом явлении, как распространение радиоволн. И даже если мы поставим один мощный передатчик в центре города, то он не будет равномерно покрывать всю территорию города. У нас не идеально круглые города, мы живем в домах не полностью прозрачных для радиоволн. И есть другие радиоусловия, потому что мы используем повсеместно излучающие устройства, не только телефоны, излучают и телевизоры, микроволновки, Wi-Fi, любые другие продукты, которые имеют в своем составе приемники и передатчики. Соответственно, добиться покрытия это будет невозможно. Действительно ли фольга способна остановить радиоволны? Да, смотря сколько слоев использовать этой фольги.
Можно погуглить, наверное, можно вытащить много картинок людей, у которых на голове фольга. Есть люди, которые носят дуршлаг, кастрюли. Но мой совет для таких людей, если они прям вот хотят заморочиться и защитить себя, ну, схему, наверное, клетки Фарадея тоже можно посмотреть в интернете и надеть на голову. Радиоволны, ну, опять же, вернемся к физике, да, вот к теории распространения радиоволн. А, Радиоволны не могут проникнуть с той же мощностью за любые препятствия. Стекло останавливает радиоволны, да, не останавливает, а уменьшает мощность сигнала радиоволн. Стены кирпичные, бетонные, там, неважно, там, гипсокартонные, любое препятствие, оно уменьшает мощность радиоволны. Соответственно, мы живем в таком мире. Можно ли устанавливать антенны внутри помещений? Да, мы активно это делаем. Наверное, у большинства жителей городов и, наверное, многих сел есть дома Wi-Fi модемы, у которых такие же антенны активно излучающие. Что касается сотовой связи, то мы используем индор-решения, активные, пассивные. С помощью индор-решений мы улучшаем покрытие внутри зданий. Например, практически все торгово-развлекательные центры, какие-то крупные бизнес-центры, офисы крупных компаний, возможно, даже ЖК, где живет очень много людей, и требуют именно вот решения с установкой антенн внутри зданий для того, чтобы люди могли пользоваться услугами мобильной связи. Можно ли позвонить на радиоприемник? Наверное, нет, потому что это совсем другое устройство. Наверное, есть сканирующие радиоприемники, которые могут принять незакодированный сигнал сотовой связи, но это не в нашем случае. Есть старые стандарты аналоговые, и раньше можно было, например, на обычный приемник поймать разговор двух каких-то абонентов, которые находятся непосредственно вблизи. Но прям вот позвонить на радиоприемник невозможно. Почему два телефона в одной и той же локации могут показывать разный уровень сигнала, даже если их обслуживает один и тот же оператор? А, Телефоны могут быть сами по себе разные. Это первое, да. Один телефон может быть более старым, другой более новым. У нас в телефонах прошито очень много разных всяких показателей, с помощью которых работает этот телефон, например, частоты. И, возможно, один телефон поддерживает ту частоту в зоне обслуживания, там, в которой он находится, а второй не поддерживает эту частоту, и он там выбирает более плохой какой-нибудь стандарт. Если там первый абонент сидит в 4G уверенно, то второй, наверное, сваливается в 3G, и у него там сессия бывает похуже. Что потребляет больше электричества? Домашняя микроволновая печь или базовая станция в небольшом населенном пункте? Здесь вопрос простой, с одной стороны, но, по-моему, он не очень правильно сформулирован, потому что если говорить про потребление электричества, то, конечно, микроволновка потребляет меньше. Но если говорить про излучение, это как раз то, чего все боятся, то микроволновка излучает больше. То есть базовая станция, она излучает порядка 20-25 ватт, а микроволновка излучает 800 ватт. Но при этом и то, и другое излучение, как я вот ранее уже говорил, да, про мобильную связь, оно не вредное, потому что если бы мы, опять же, пользовались микроволновкой, она влияла бы на наше здоровье, мы бы уже все, наверное, были бы больными.